Всем привет! Представитель так называемой ЛНР, а также бывший луганский депутат от партии регионов Родион Мирошник выложил видео из Северодонецка, которое позволяет понять, как этот город выглядит теперь, после того, как его освободила Россия. Судя по этому видео, центр города практически разрушен. Сам Мирошник признает, что Северодонецк очень сильно пострадал. Многие здания не подлежат восстановлению. Света, газа и воды нет, а из населения осталось только около 10%. То есть 90% жителей Северодонецка россияне либо убили, либо просто изгнали из родного города, лишив имущества и жилья. В городе жило до войны около 100 тысяч человек. Это значит, что 90 тысяч россияне просто выгнали. Путин постоянно утверждает, что он освобождает Донбасс. И это правда. Он действительно освобождает Донбасс от его жителей. Сейчас город в очень тяжелом состоянии. Огромное количество разрушений. Света нет, нет связи, нет газа, нет воды. По данным комендатуры, где-то в городе остался, наверное, только каждый 10-й, то есть чуть больше 10 тысяч. Это люди, которые заявили о том, что они здесь. Ой, а как же так получилось? Кто же сделал все это с успешным и мирным украинским городом? Город вот в таком достаточно плачевном виде. Много жилья, много офисных зданий, конечно, утеряны безвозвратно, но это, наверное, не самое страшное. Это все можно отстроить. Мне нравится, как он говорит: ну, разрушили город, конечно, но это не страшно. Можно же заново отстроить. Мол, знаете, пустяки такие, нечего и переживать. Сам Родион Мирошник живет в Москве. Он собирается работать послом ЛНР в России. Поэтому понятно, что для него все происходящее это такой аттракцион. Это просто шоу, потому что сам он не воюет, он не сидит под снарядами. Он приехал поснимать видосики, он потом выложит это все в социальных сетях, напишет какие-то комментарии и уедет назад в Москву подальше от войны. А мучиться, сидеть под бомбами, под снарядами, страдать будут другие. Поэтому для него все происходящее это пустяки. Знаете, подумаешь, разрушили город на 100 тысяч человек. Нечего и переживать. Проблема в том, что погибших жителей города уже не вернуть. И погибли они только потому, что Путин выжил из ума и ему ударило в голову, что нужно развязать какую-то бессмысленную и абсолютно позорнейшую мясорубку в центре Европы. И он взял и просто так сравнял с землей Северодонецк, который в Украине жил тихой, мирной жизнью. Его никто не трогал, не разрушал. Наоборот, город всячески развивался. Но для россиян это вообще ерунда. Вот Родион Мирошник в своем видео о погибших жителях Северодонецка вообще никак не упоминает. Для него их как будто не существует, будто это, знаете, какой-то пустяк. То есть для него разрушение Северодонецка это что-то вроде разрушенного сарая. Ну подумай, знаете, разрушили, там, снесли, построили заново. А то, что при этом сломали судьбы десяткам тысяч людей, то, что десятки тысяч людей пострадали, их лишили всего, их лишили имущества, друзей, близких, поломали их судьбы. Для россиян это вообще не проблема. То есть этого как бы не существует. Для россиян вообще не существует мирных жителей Северодонецка и их проблем. А так выглядит Северодонецкий Ледовый дворец. От него остались лишь руины. Здесь в 2004 году проходил печально известный Северодонецкий съезд, на котором Янукович и партия регионов пытались оторвать от Украины Юго-Восток, когда Янукович проиграл выборы. И символично, что место, которое выбрали своим штабом пророссийские силы, в итоге было уничтожено в результате вторжения российской армии. Они хотели, чтобы Россия пришла, и Россия пришла. И вот результат. Мирошник говорит, что Северодонецк будет полностью восстановлен. Но это неправда. Россия не способна привести в порядок даже свои собственные города, которые вообще никто не мешал все это время восстанавливать и развивать. Сегодня там люди до сих пор живут в каких-то деревянных гнилых бараках без канализации. Нет дорог, нет нормальных условий для проживания. И это обычная российская глубинка. Почему люди думают, что
на Донбассе будет как-то иначе. Почему люди считают, что если Россия не восстановила свой Донбасс, который в Ростовской области, почему она будет восстанавливать украинский Донбасс? Да, может быть, для порядка, в качестве пиара они для показухи что-то отремонтируют, построят несколько домов. Но в целом, конечно же, никакого нормального развития этих захваченных полуразрушенных городов быть не может. С 2014 года Северодонецк был де-факто областным центром Луганской области. И понятно, что он развивался, как всякий областной центр. Строились дороги, инфраструктура. В Северодонецке работали управленцы, открывались офисы областных представительств, работали представительства иностранных компаний и международных организаций. А теперь ему предлагается быть райцентром ЛНР. Какое может быть развитие у города в этом случае? Очевидно, что никакого. И у Северодонецка, понятное дело, в этом случае никакого будущего нет. Туда никогда не придут инвесторы. Туда не придут иностранные компании. 100 тысяч жителей в этом случае в городе уже жить никогда не будет. Да, какое-то количество людей, может быть, и вернется. Но все равно это будет полуразрушенный, полувымерший город. То, что вы увидели на видео самого Родиона Мирошника, в России называют помощью Донбассу. На самом деле, как может понять любой человек с какими-то зачатками интеллекта, это не помощь, это уничтожение Донбасса. Россия стирает этот регион в пыль, превращает его просто в пустыню, делает безлюдным, потому что большая часть жителей сейчас оттуда бежит. И очевидно, что эти люди в основном уже назад просто не вернутся, потому что возвращаться попросту некуда. Россия уничтожает их города, в которых они родились и прожили всю жизнь. Вот это, друзья, очень важно донести максимально до всех, чтобы все понимали, что происходит, в том числе в самой России. Поэтому, пожалуйста, поделитесь этим видео, распространите эту информацию, поделитесь в соцсетях и подписывайтесь на канал, потому что здесь звучит правда о том, что сейчас Россия делает в Украине.